Добрый день, дорогие друзья! Я рада снова видеть вас на моем канале. И сегодня я приглашаю вас прогуляться со мной по одному из самых известных мест Нью-Йорка – Центральному парку. Мы начинаем нашу прогулку у знаменитого отеля Плаза, одного из самых известных отелей Нью-Йорка, открытого в 1907 году. Первое, что мы видим, когда входим в парк, это спокойный пруд, окруженный зеленью. Этот водоем создает ощущение спокойствия и природной гармонии. Интересный факт, что когда-то на месте этого пруда были болота и стоячие воды, которые ландшафтные дизайнеры умело превратили в часть парковой композиции. Земля, на которой сейчас находится Центральный парк, долгое время была практически дикой, непростой для освоения территории. Это были болота, заросли, каменистые холмы, мелкие фермы и бесчисленные заросшие участки, которые европейские поселенцы считали неблагородными и малопригодными для жилья или сельского хозяйства. Долгие столетия до прихода европейцев здесь проходили традиционные пути племен индейцев Ленапи, включая дорогу, которая стала известна как Kingsbridge Road, дорога, которая позже стала основой для путей, проходящих через парк. В 17 веке здесь появились первые фермерские хозяйства голландцев и других европейцев. Они выращивали сельскохозяйственные культуры и использовали территорию как окраину города. Особенно важная часть истории этой земли – это Seneca Village. С 1825 по 1857 годы примерно от 200 до 350 человек жили на территории, которая сейчас находится в западной части парка. Это был один из первых свободных афроамериканских городков с собственными домами, школами, церквями и кладбищами. Здесь люди владели землей и могли претендовать на избирательное право, что в те времена было крайне редким достижением для чернокожих жителей. Когда Нью-Йорк решил создать парк, жителей Seneca Village и других поселенцев выселили, а земли изъяли под общественные нужды. Их дома были снесены, а истории этой общины больше почти не было, пока ее не начали изучать историки в последние десятилетия. И вот впереди у нас уже виднеется один из самых фотогеничных и узнаваемых мостов парка – Gapster Bridge. Он был построен в конце 19 века, и, соединяя аллеи и пруды парка, он стал самым любимым местом для романтических прогулок и свадебных фотографий. Вы, может быть, помните этот мост из фильма «Один дома два», где Кевин встретил свою легендарную даму с голубями. Стоя на мосту и смотря в сторону 59-й улицы, вы видите целый ряд небоскребов и элитных зданий, которые называют аллеей миллиардеров. Здесь находятся одни из самых дорогих квартир Нью-Йорка. Среди них, конечно, выделяется легендарный отель Плаза, а рядом с ним ультрароскошные высотки с пентхаусами за десятки и даже сотни миллионов долларов. Этот вид действительно показывает, как соседствует история и современная роскошь прямо у Центрального парка. Обратите внимание на эти небольшие скальные холмы и выступы. Они расположены по всему парку. И на самом деле это древние метаморфические породы, которые формировались миллионы лет назад глубоко в недрах Земли. Со временем ледники и эрозия обнажили их на поверхности, и теперь они создают уникальный рельеф парка. Местные любят подниматься на эти холмики. Отсюда открываются отличные виды. А небоскребы аллеи миллиардеров видны как на ладони.
Впереди нас находится информационный центр Dairy, один из главных мест в Центральном парке, где можно получить карту парка, узнать о маршрутах и событиях, а также заглянуть в небольшой сувенирный магазин. Само здание историческое. Раньше, в XIX веке, здесь действительно продавали молоко для посетителей парка. Отсюда и название. А это милое место называется Дом шахмат и шашек. Это очень атмосферное место, созданное для игр и общения. Здание и терраса были построены в 1952 году как подарок городу от филантропа Бернарда Баруха. Мы продолжаем нашу прогулку и двигаемся в сторону главной аллеи. Мы выходим на главную прогулочную аллею Центрального парка. Ее южная часть известна как Литературная аллея. Здесь установлены статуи писателей и поэтов, таких как Уильям Шекспир, Роберт Браунинг и Вальтер Скотт. И это единственное место в Центральном парке, где памятники посвящены именно литераторам. Когда архитекторы проектировали Центральный парк, они задумывали эту аллею как главную прогулочную аллею города. Место, где люди не просто гуляют, а появляются на виду. В XIX веке прогулки по аллее были своего рода светским выходом. Сюда приходили увидеть и быть увиденными. Здесь прогуливались семьи, аристократия, интеллигенция. По аллее ехали конные экипажи, а позже гуляли большие потоки людей. По обе стороны аллеи высажены американские вязы, которые со временем образовали настоящий зеленый тоннель. Большинство этих вязов пережили эпидемию голландской болезни вязов, которая уничтожила деревья во многих городах США. Поэтому эта аллея считается уникальным природным наследием. Следующая наша остановка – это терраса и фонтан Bethesda. Терраса была построена в 1864 году. Она задумывалась как главный архитектурный центр парка, место встречи городского и природного ландшафта. Название Bethesda отсылает к библейскому источнику исцеления в Иерусалиме. Эта идея, природа как место отдыха и восстановления, полностью отражает философию Центрального парка. Терраса состоит из верхнего уровня, откуда открывается вид на озеро, и нижнего уровня с аркадами. Обратите внимание на потолки с резными керамическими плитками. Каждая из них уникальна. Здесь часто поют музыканты, потому что звук усиливается естественным образом. В центре находится фонтан Bethesda, украшенный знаменитой статуей Ангел Вод. Это была первая крупная публичная скульптура в Нью-Йорке, созданная женщиной. Ангел символизирует чистоту воды и здоровье. Фонтан был установлен в честь запуска первого городского водопровода, который обеспечил Нью-Йорк чистой питьевой водой. В парке можно арендовать лодку и провести время на воде. Классические грибные лодки доступны у Boat House на озере возле фонтана Bethesda.
В лодке могут разместиться до 4 человек, и аренда стоит примерно $25–30 в час. Мы проходим мимо Conservatory Water. Это спокойное озеро, где дети и взрослые запускают модельные парусники. Летом здесь даже проводят мини-гонки. Это идеальное место для тихого отдыха после более оживленных аллей и мостов. Рядышком находится знаменитая скульптура «Алиса в стране чудес». Она была установлена в 1959 году по инициативе нью-йоркского филантропа и издателя Джорджа Делакорта. Скульптура посвящена памяти его жены Маргариты Делакорт, которая обожала книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и подарена всем детям Нью-Йорка как место для игры и вдохновения. На бронзовой скульптуре изображены Алиса, белый кролик, чеширский кот и другие персонажи, а вокруг сделана площадка, где дети могут лазать и фотографироваться. А теперь давайте пройдемся еще дальше и посмотрим на Belvedere Castle. Это необычная и романтическая достопримечательность в самом центре Центрального парка. Его название Belvedere с итальянского переводится как «красивый вид», и это полностью отражает его суть. Смотровая площадка с панорамой парка и города. Замок сочетает готические и романские стили и построен в 1867-1872 годах как фантазийная архитектурная скульптура. Он стоит на Vista Rock, втором по высоте естественном возвышении в парке, откуда открываются захватывающие виды на парк. Изначально Belvedere был открытой смотровой площадкой без окон и дверей, но в 1919 году здесь разместили метеостанцию Службы погоды США, поставив измерительные приборы и сделав его функциональным пунктом для наблюдения за климатом. Эти метеоданные используются и сегодня, а часть оборудования все еще находится поблизости. Следующей нашей остановкой будет The Ramble. Это один из самых атмосферных и диких уголков Центрального парка. Он расположен в средней части парка, недалеко от Belvedere Castle, и был спроектирован как место, где человек может почувствовать себя вдали от города, несмотря на то, что небоскребы совсем рядом.
Эта территория появилась в 1850-1860-х годах по проекту создателей Центрального парка Фредерика Олмстеда и Калверта Вокса. The Ramble задумывался как романтический запутанный ландшафт с извилистыми тропинками, скалами, мостиками и густой растительностью, напоминающей лес. Сегодня The Ramble особенно известен как одно из лучших мест для наблюдения за птицами в Нью-Йорке. Здесь можно увидеть более 200 видов птиц, особенно во время весенней и осенней миграции. Здесь тихо, прохладно и очень зелено, а звуки города почти не слышны. И вот мы дошли с вами до Bow Bridge. Это один из самых романтичных и узнаваемых мостов парка. Он был построен в 1862 году и стал первым чугунным мостом в парке. Название Bow – лук он получил из-за своей изящно изогнутой формы, напоминающей натянутый лук. Мост соединяет восточную и западную части парка и проходит над озером, открывая живописные виды на воду, лодки и окружающую зелень. Его декоративные элементы, тонкие линии и классические детали делают Bow Bridge особенно популярным местом для фотосессий. Здесь особенно красиво на рассвете и на закате, когда отражение моста появляется на воде. Нашей финальной остановкой будет мемориальный сад Strawberry Fields, посвященный памяти Джона Леннона из группы The Beatles. Мемориал расположен на западной стороне парка, напротив дома Дакота, где он когда-то жил. В центре сада находится знаменитая черно-белая мозаика Imagine, подаренная парку городом Неаполь и ставшая символом мира и памяти. Спасибо, что прогулялись сегодня со мной. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями.